Добрый день. Знание среднестатистического человека об участии Польши во Второй мировой войне, как правило, базируется, ну, по крайней мере, для советского периода это актуально, на фильме «Четыре танкиста и собака». То есть о актуальной реальности или о реалиях исторических мы зададим вопрос Александру Александровичу Здановичу, профессору, доктору исторических наук, о том, как участвовала Польша во Второй мировой войне, то есть что там происходило на самом деле. Вы знаете, процесс очень большой, и вообще участие Польши – это очень большой вопрос. Я бы, может быть, сконцентрировался на том, что происходило на нашей территории, на советской. Потому что, как мы знаем, после вторжения Германии в Польшу и 17 сентября наши войска освободили Западную Украину и Белоруссию, фактически польского государства существовать уже не стало. И польское правительство, и многие военные, включая сотрудников Генерального штаба, разведки, контрразведки, они перебрались сначала во Францию, а потом в Англию. И фактически иммигрантское правительство всю войну, Вторую мировую, находилось в Лондоне и оттуда давало команды своим силам, подпольным силам, которые находились на оккупированной территории немцами. Но в этот период как раз происходили события, связанные с историей и нашей страны, и Польши. И о них почему-то мало, хотя и написано, но в популярном виде рассказано очень мало. А события были достаточно интересные. Они связаны были прежде всего с тем, что происходило с 1939 года по 1941 на тех территориях, которые отошли к Советскому Союзу, Западной Украины и Западной Белоруссии. И в период непосредственно Великой Отечественной войны, я имею в виду создание, прежде всего, польских воинских формирований на территории Советского Союза. У меня такой уточняющий вопрос. Может быть, действительно даже стоит взять еще чуть шире и не с 1939 года, а даже с Рижского мирного договора, потому что там же очень большое количество событий. Это и понятно. С Рижского мирного договора можно еще раньше взять, с образования польского государства в 18 году. Но при том, что главой государства Польши стал Пилсудский, а у него теория была очень простая. Польша в границах 1772 года, до всяких разделов. А следовательно, все территории, в том числе и те, которые уже принадлежали России, а потом Советскому Союзу или Российской Федерации и Украине и Беларуси, должны отойти были Польше. И вот эта концепция, она влияла на всю внешнюю и военную политику Польши в межвоенный период. И только недостаток военных сил и недостаточная поддержка со стороны Франции и Англии удерживали ее как плацдарм для нападения на Советский Союз. А мы-то расценивали, я имею в виду советскую сторону, расценивали ее как цепного пса, как раньше говорили в плане идеологической пропаганды, да, и действительно как плацдарма для нападения на нас. Поэтому конфронтационные отношения между Советским Союзом и Польшей существовали фактически с 18 года и до 1939 года, пока существовало само польское государство. Естественно, в этой работе, поскольку война закончилась в 2020 году, советско-польская, я имею в виду, война, и закончилась, к несчастью, в силу ряда обстоятельств неблагоприятно для России, и для Украины и Белорусской республики, и многие территории отошли к Польше. Ну, достаточно сказать, что такое польская граница была. Это несколько десятков километров от Бреста и чуть больше 100 километров от Киева. От Бреста, извините, от Минска. То есть столицы союзных республик, которые вошли потом в 1922 года в состав Советского Союза, практически находились в досягаемости одного конного перехода, я бы так сказал, от границы Польши. Там аналогичная ситуация с Ленинградом и Финляндией. Да, естественно, конечно, в таких условиях, пока не было открытых боевых действий, то сталкивались две основные силы. Это разведки и контрразведки Польши и Советского Союза. Которая у Пилсудского, как ни странно, появилась. Да, так разведка Польши появилась раньше, чем польское государство. Буквально до два штриха таких дам. В период русско-японской войны и 4-5 года, и потом Первой мировой войны, фактически Пилсудский свои силы, тайные силы представил в распоряжение сначала японской разведки в ту войну, а в Первую мировую войну в распоряжение германской и австрийских разведок. И они были тайной силой, и почему, ну, грубо скажем, историки не фиксируют крупных шпионских процессов над германскими шпионами, австрийскими шпионами в период Первой мировой войны на территории, значит, нашей страны, да, Российской империи в тот период. Да потому что основные кадры это были поляки.
который, как известно, Польша же входила в состав Российской империи, и 2,5 примерно миллиона поляков были эвакуированы из той территории Польши, которая оккупирована была немцами, и расселились в крупных городах, до Урала и даже дальше, чем до Урала. И это был вербовочный контингент для польской разведки, это были польские граждане, поляки по национальности, естественно, что польская разведка в межвоенный период опиралась именно на них. Но это вот как бы очень часто же рассказывают о судьбе как бы поляков на территории Советского Союза как о некой печальной судьбе. А тем не менее мы видим, что это вот, что источники у них, они в спецслужбах находятся. Но никто же не берется говорить и не говорит трезвомыслящие люди, что весь этот контингент, несколько практически миллионов поляков, которые на территории Советского Союза остались, да, начиная с 2020 года, что все они были сотрудниками спецслужб или агентами там спецслужб, это, конечно, ерунда полная. Но то, что это на эту среду опиралась польская разведка, это видно из тех материалов, которые нам достались в 1939 году частично, а потом мы отбили их у фашистов, у нацистов, вернее, германских, отбили тот архив польской разведки, который захватила Германия в 1939 году. И оттуда видно, на кого они опирались, какая была агентура на территории Советского Союза. На 80% она состояла из этнических поляков, которые жили на территории, в силу разных условий попали на территорию Советского Союза. Либо это перебежчики, либо это представители революционных партий, прежде всего коммунисты, конечно, которые на нашей территории были, ну и просто люди, которые в политической деятельности прямого участия не принимали. Я бы таких два момента еще отметил о том, что у Польши довольно четкая ориентация на союз с Гитлером в 1933 году появляется. Вы знаете, я бы так не сказал. То есть обвинять польское руководство, что в 1933 году после прихода Гитлера к власти они заняли, значит, близкий контакт произошел с немцами, и в частности с нацистской Германией и той системой, которую Гитлер выстроил там, в том числе и с разведсистемой, да, я бы так не взялся говорить. Да, контакты были, определенные договорные отношения, конвенции там заключались, торговые и так далее были. Все это отслеживала советская дипломатия, все это отслеживала советская разведка, тем более, что у нас в Польше были серьезные достаточно агентурные позиции у внешней разведки, у иностранного отдела, АГПУ, НКВД потом. Поэтому мы все об этом знали и корректировали свою позицию. Но 1932-1933 год – это сближение определенное Польши с Советским Союзом. Тоже определенные договоры были о ненападении и так далее, и так далее. Попытки сближения были в тот период времени. Потом все это ни к чему хорошему не привело. Именно из-за двух позиций. Русофобской позиции польского руководства и прежде всего Пилсудского. А мы знаем, что до самой смерти Пилсудский был с 1926 года, когда он совершил повторно переворот в Польше, и до своей смерти он руководил страной и направлял всю внешнюю политику и деятельность разведки и контрразведки лично. И направлена была острием своим на Советский Союз, не на Германию. Хотя он внешне провозглашал, что теорию, что два зла есть, или два опасных соседа. С одной стороны Германия с запада и с востока это Россия. Но фактически, если мы даже возьмем бюджет, межвоенный бюджет польской разведки, 60-70% всего бюджета было направлено на разведку в Советском Союзе, и только где-то 30-35% приходилось на Германию и другие страны. Я вот так даже взял. Поэтому понятно, кто был врагом номер один. И у нас Польша считалась фактически до 1935 года врагом номер один. И только после выступления Тухачевского в начале 1935 года Германия была объявлена врагом номер один. Нацистская Германия, я имею в виду, конечно. И Польша стала врагом номер два. Но отношения это не улучшило это. Естественно, когда у нас были договорные отношения с Чехословакией, и когда угроза встала целостности Чехословакии, то мы предложили полякам, я имею в виду Советский Союз, что пропустить наши войска на помощь чехам. Поляки категорически отказались. Так и понятно почему. Потому что у чехов они отхватили потом кусок территории, который считали своей. И воспользуясь разделом Чехословакии, они и себе кусочек оторвали. То есть они выступили агрессором еще тогда, воспользуясь ситуацией, которую создала Германия. Я и хотел отметить, что на самом деле позиция Польши, она не была достаточно миролюбивой, то есть у нее территориальные претензии и к Германии, и к Советскому Союзу. И самое интересное, что часть Прибалтийской республики обязана, по сути, Советскому Союзу, который выкупил... Ну а как вы хотите, даже не берем территорию Советского Союза. Пилсудский, уроженец нынешней Литвы, скажем так, Вильнюса, Вильна тогда называлась, да? Да. Конечно, он считал, что это территория польская.
И она до 1939 года фактически была польской территорией. Которую мы выкупили, вернули. Ну, не выкупили, которая в силу геополитических обстоятельств и продвижения Германии, да, вперед, стала независимой, а потом Литва вошла в состав Советского Союза, но уже без Вильнюса, без вот этой территории, в Ковно, как известно, была граница там и столица проходила. Так что отношения с Польшей в межвоенный период были достаточно запутанные и сложные, но они были однозначно конфронтационными. Где-то конфронтация была, снижалась в какие-то годы, где-то наоборот повышалась, но тем не менее, уж как минимум врагом номер один во второй половине 30-х годов Польша у Советского Союза однозначно была. И ее вот этот печальный конец с разделом, то есть в 1939 году, о котором обычно часто говорят, там же тоже не все вот так. Я вас хотел бы обратить внимание, да? Нацистская Германия напала на Польшу, и это стало началом Второй мировой войны 1 сентября 1939 года. Да? Многие ссылаются только на пакт, как его называют, пакт Молотова-Риббентропа. Причем этому пакту придано такое, знаете, какое-то отрицательное сугубо значение придано. А с нашей стороны, я имею в виду со стороны нашего государства, в том варианте это Советский Союз, конечно, это было правильное абсолютно решение, потому что мы отодвигали границы. Иначе бы Германия придвинула. Но хотел обратить на очень тонкую такую вещь, которую очень мало почему-то подчеркивают. Германия напала на Польшу 1 сентября, а наши войска двинулись в западные районы Украины и Белоруссии только 17 сентября. То есть, если говорить, так мы должны одновременно тогда были, если уж делили Польшу. Да, если мы действительно делили, если говорить о делении Польши, одновременно должны были пойти. Но 17 дней серьезные для тех темпов наступления, которые осуществляла нацистская Германия, то она всю Польшу уже взяла бы, да, о чем говорить, в сфере раздела интересов, да, наших по соответствующему соглашению. Львов оставался за нами, а немцы вошли во Львов. И нам пришлось их потом, после ряда переговоров, отодвигать на запад эту линию. Но вот эти 17 дней, это очень серьезный вопрос, который подрывает мнение и утверждение тех, кто говорит, абсолютно версию, что мы сговорились с Германией о разделе Польши. Ничего подобного. Мы решали свою задачу. Первая, это задача, конечно, которая стояла, освободить те территории, которые в силу несправедливого для Советского Союза, прежде всего, Рижского мирного договора, отошли к Польше. А это было этническое, с преобладающим населением украинцев и белорусов, была якобы польская территория. Да? Так мы воссоединили эти районы и стали эти районы присоединены к Белорусской ССР и Украинской ССР. Но это все произошло именно с 17 числа начиная. То есть наши войска советские двинулись вперед 17 сентября. Это очень тонкий, но правильный момент. По сути, отодвигая фашистскую угрозу, на самом деле. И, вы знаете, в период от этого продвижения многие же поляки, в том числе и военные, и офицеры, и солдаты, попали, так сказать, на территорию, которая была занята уже советскими войсками. Конечно, они были интернированы, потому что это военнослужащие были. Но я бы хотел еще здесь одну вещь. Когда вот говорят, начиная уже эта привязка идет к Катыни, да, или к Катыни, как правильно говорят местные, так сказать, специалисты, это что были за офицеры и что были за солдаты. Солдаты в основном своей массе это были как раз призваны из районов этнических, белорусских и украинских районов. Как правило, их отпускали домой, и они не интернировались. Не этнические поляки, скажем так. А офицеры многие были призваны из запаса в связи с мобилизацией. И это не были штатные офицеры просто. Это были жандармы, полицейские, разведчики, контрразведчики, пограничники и осадники, так называемые. Была вся палитра спецслужб. Конечно. И политики в том числе были призваны. Но, естественно, на тот период они были офицерами. Но состав вот этих офицерских кадров, которые попали к нам, вот здесь очень серьезная такая вещь. И почему их по лагерям различным раскидали? Вот в Осташковский лагерь, например, да, тогда в Калининской, сейчас в Тверской области, направляли в основном вот этот контингент. Разведчики, контрразведчики, жандармы, полицейские, тюремщики и осадники. Осадники, кстати говоря, тоже серьезная была категория. Это полонизация была вот этих районов, когда Западной Украины и Западной Белоруссии, они насаждали вот этих людей из центральных районов Польши, перевозили туда, наделяли их землей для того, чтобы они составляли этническую польскую основу в этих районах. В том числе и на Волыни, где потом резня эта была известная, Волынская и так далее. И вот эти люди, они попали к нам, были интернированы. Мы сейчас это не касаемся, сейчас полемика большая до сегодняшнего дня по катынским событиям идем. Я просто хочу сказать, что тогда достаточно большое количество офицеров и старших офицеров, высших офицеров, генералов попало, у нас было интернировано. И когда началась уже Великая Отечественная война,
то даже еще в 1940 году стояла такая одна из задач – создать на их основе польское национальное подразделение на территории Советского Союза для возможного участия, если таковые события случатся, в борьбе с Германией. А я вот хотел уточнить, то есть, слушая о том, что населяли этническими поляками территории, да, это такой некий элемент плана ОСТ в свое время был, он аналогично содержанию. Я вспомнил про план, про еще один абсолютно, план. Так это и было. Ведь я даже, поскольку у нас времени не так много, я упустил очень серьезный компонент такой, это операция «Прометей», так называемая. Да? А это что такое было? Это реализация идей Пилсудского о расчленении Советского Союза на ряд мелких государств, которые потом можно будет совершенно спокойно захватить. Это чистый элемент плана ОСТ по разделу на рейхскомиссариаты. Понятно, потому что немцы фактически кальку вот этой операции «Прометей» взяли, и все национальные, которые подразделения якобы воевали даже на стороне нацистской Германии, это кавказские различные подразделения, среднеазиатские и других национальностей, да, это фактически те были подразделения, которые зачатки их и в виде национальных комитетов, а что касается грузин, это и военные были, они даже в военных школах в межвоенный период обучали в Польше грузинских иммигрантов, в военных школах. Для чего, спрашивается? Они же создавали основу военного контингента, который будет потом участвовать, если операция начнет развиваться по развалу Советского Союза. Вот эту всю кальку и созданную базу перехватили немцы и начали осуществлять уже в своих непосредственных интересах. Поэтому это надо просто знать, что такие операции... Я и хотел сказать, что отметить вот такую часть, что... Безусловно, да. И в 1940 году, вернемся, так сказать, к нашему рассуждению, в 1940 году были предприняты попытки создания таких частей. И сразу скажу, что все воинские формирования польские, они создавались под эгидой НКВД, а потом НКГБ СССР. Почему поручили чекистам? Да потому что чекисты среди них проводили агентурно-оперативную работу. Надо же было знать настроение тех, кто содержался в лагерях, да, какой они ориентации придерживаются, потому что они были настроены, допустим, против немцев, ну и против нас, с учетом националистической позиции, которая в 1939 году произошла в сентябре месяце, да, что мы границы свои отодвинули, как они считали, на польскую территорию. Пускай бы они сейчас вот украинцам задали этот вопрос и потребовали от украинцев освободить от Львова и даже ближе сюда. Я бы посмотрел, какие взаимоотношения сложились бы между тогда Польшей и Украиной. Так украинцы этот вопрос не поднимают. Они вешают всех собак на Советский Союз, на власти Советского Союза. Но этот вопрос обходят во всех, очень так мягко и плавно обходят. Потому что поляки считали, что это их территория, а сейчас украинцы считают, что это нет, это исконно украинская территория. Что считали и советские власти тогда. То есть в этом практически единые с украинскими националистами получается. И вот не сложилось. Дивизию эту не смогли создать по ряду объективных причин. Не набрали достаточное количество офицеров и генералов, которые бы были проникнуты таким духом, готовностью биться с нацистской Германией. А вот уже когда началась Вторая мировая война, и у нас были с эмигрантским правительством установлены дипломатические отношения, вот тогда из Лондона иммигрантским правительством была дана команда, что давайте соглашайтесь на условия Советского Союза и формируйте польские воинские части, что потом стало армией Андерса, так называемой, на территории Советского Союза. Так вот, формирование было поручено двум структурам. Военную часть, снабжение, все, вооружение, подготовка и так далее занимались главное разведное управление, тогда просто разведупр Красной Армии. А всю идеологическую линию формирования вело НКВД, потом НКГБ. Почему? Да потому что в составе НКВД, как известно, был ГУЛАГ, и в системе ГУЛАГа в лагерях находились интернированные польские солдаты и офицеры. И среди них определенную проводили работу и изымали их из этих лагерей, и эти люди поступали на формирование армии Андерса. И некоторые вот говорят, мне нравится очень рассуждение, они уже отходят от каттенских событий, там каких-то и так далее, не будем их касаться пока. Что поляков фактически не осталось. Всех перебили, оказывается, в Советском Союзе. Я тогда задаю вопрос, а кто из числа кого, из числа каких офицеров и солдат формировали армию Андерса? Какая у нее численность была? Численность довольно значительная, по крайней мере 3 дивизии они создали, 3 дивизии, подчеркиваю.
И отношения к ним изменились. Сначала мы помогали, считали, что действительно Польша наш союзник в антигитлеровской коалиции, она готова будет выступить. Да? Но когда 1/5 дивизия была сформирована, укомплектована и обучена, то, естественно, замначальника тогда 7-го отдела Жуков Георгий, но не Константинович, а Сергеевич, комиссар госбезопасности, который руководил как раз, был уполномоченным советского правительства, мандат за подписью Сталина имел, по формированию польских воинских частей на территории Советского Союза. Когда он предложил генералу Андерсу подготовленную дивизию отправить на советско-германский фронт для участия в боевых действиях, он категорически отказался. Под предлогом каким? Нет, вот вы подготовьте всю армию, а тогда я посмотрю. Что в итоге произошло? В итоге они отказались участвовать в боевых действиях на советско-германском фронте и по указанию лондонского эмигрантского правительства. Правда, согласие здесь, потому что мы уже увидели, что с такой армией это сомнительный союзник получился на фронте. Разрешили им, значит, уйти в Иран, и они потом уже воевали на других фронтах. Это армия Андерса. И в 1943 году было принято решение по инициативе, у нас такой создан был Союз польских патриотов, куда вошли не только коммунисты и социалисты некоторые, которые у нас находились на нашей территории. По их инициативе, естественно, при участии 7-го отдела НКГБ СССР и Жукова непосредственно, Георгия Сергеевича, начало создаваться уже войско польское будущее, которое формировалось первоначально как дивизия имени Костюшка, известного руководителя восстания в Польше. И на этой базе потом развернули несколько дивизий, потом 2 корпуса, а потом войско польское создано было на территории Советского Союза. Так вот, эти поляки уже участвовали, даже созданная 1-я дивизия Костюшка, она в 1943 году уже участвовала в боевых действиях на советско-германском фронте и дралась достаточно квалифицированно и стойко. С какого года? 43-го года. 43-го. Да. Я хотел просто отметить тоже, что почему они вообще в Иран стали выходить? То есть там часть... уже армии Андерса на территории Советского Союза не было. Они через Иран уже ушли в южные районы и уже на других фронтах участвовали. В контакте с англичанами уже, как бы под эгидой англичан уже участвовали. Ну и контингент был несколько разный, скажем так, людей этих был, да, кто соглашался в ту армию, потому что Андерс однозначно стоял за границей 1939 года. Это, во-первых. Во-вторых, он до последнего момента был уверен, что Советский Союз проиграет просто. Ну, естественно. Они почему и не вступали в боевые действия? Потому что англичане, под эгидой которых действовали и поляки, что американцы, они считали, надо посмотреть, чей перелом в какую сторону пойдет. Выжидали до последнего. Побеждать, значит, нацистская Германия, ну, поможем Советскому Союзу, в том числе и включим в действие польские части. Начнет побеждать Советский Союз, ну, наверное, посмотрим, кому еще помогать, потому что они считали, что это 2 геополитических противника, которые между собой сцепились, да, а в интересах чьих? Ну, пускай между собой бьются. Ослабят одну сторону и другую сторону, а потом доминировать будет, что сейчас и получилось после Второй мировой войны. Англию отодвинули американцы на второй план, а главными акторами уже после военной истории стали американцы, что и сейчас наблюдается. Так вот, вот эта вторая волна создания польских вооруженных формирований на территории Советского Союза, она прошла достаточно успешно, и мы знаем, что польские формирования участвовали, войско польское участвовало в освобождении польской территории и даже участвовало в Берлинской наступательной операции. Достаточно хорошо эти бойцы бились. И если на сегодняшний день посмотреть, то репортажи, которые проходят из Польши, о снесении памятников бойцам Красной Армии, которые погибли при освобождении Польши, кто участвует в восстановлении или на оставшихся памятных местах возлагает венки и так далее. Это как раз люди в возрасте уже, конечно, в польской форме военной, но это как раз участники войска польского, которые участвовали на стороне Советского Союза в борьбе с нацистской Германией. То есть на территории Польши еще пока есть люди, которых не обманешь. Их не так много, может быть, осталось, но они еще есть, так же, как и у нас ветераны Великой Отечественной войны, они есть, которые бок о бок сражались с советскими солдатами на советско-германском фронте уже на территории, за пределами территории Советского Союза, участвовали в освобождении польских территорий. И даже, еще раз повторяю, что в Берлинской наступательной операции польские части принимали участие. Они многие награждены были советскими орденами и медалями. Потому что на стороне, как говорится, нашей, под нашим командованием, общим командованием, советским командованием, конечно, были. И вот эти люди, они отдают честь и память тем солдатам и офицерам нашим, советским, которые погибли, освобождая Польшу. Но была и другая часть, с которой нам пришлось столкнуться с силой уже начиная с 1944 года.
Это часть так называемая армия Краева. Это подпольное государство, как они его называли, которое действовало под эгидой лондонского эмигрантского правительства, находилось в подполье, по указанию правительства своего в эмиграции, не участвовало практически в столкновениях с нацистскими частями. Даже обеспечивалось частично из источников. Это есть такие отдельные, я бы, знаете, тоже не преувеличивал вот этот Не факт. факт это, да? Были такие факты, и мы захватывали такие документы, где были договоренности между офицерами АК, армией Краевой и немцами. Или перемирие такое вооруженное, либо даже снабжение войсками на условиях неучастия частей АК в сопротивлении немцам. Такие были, но это не массовое было достаточно явление. Но они себя никак практически не проявляли как антинацистская сила для освобождения Польши. Они активно выступили только тогда, когда советские войска уже перешли советско-польскую границу, этнической Польши я имею в виду, уже за Львов, скажем так, пошли туда, да, к Бугу, к Висле. И вот тогда они начали понимать по установкам эмигрантского правительства, что надо что-то такое сделать, какое-то активное действие, чтобы показать, что освободили не советские войска, не Красная армия, а мы сами приняли в этом участие. Вот оттуда и идея Варшавского восстания, кстати говоря. Бессмысленного абсолютно, потому что было с самого начала понятно, что оно потерпит поражение. Они же не согласовывали даже свои действия с наступающими частями Красной армии. А как мы знаем, и это неопровержимый факт абсолютно, советские войска подошли к Варшаве, уже будучи серьезно обескровленными, растянутыми тылами и уставшими, скажем так, бойцами от предыдущих беспрерывных боев. То есть нам надо было восстановить передовые части, почему мы остановились. И в этот период времени начинается польское вооруженное восстание. Конечно, рядовые члены армии Краевой, которые принимали участие в Варшавском восстании, это действительно герои. Это действительно герои, которые польские, пускай они националисты были, но они за свою страну готовы были освобождать свою. Но они были пешками фактически в руках руководства АК, вот этой армии Краевой и иммигрантского правительства в Лондоне. Потому что они выполняли их волю. Только надо было показать одно, что именно они своими усилиями, без всякой Красной армии, освободили Варшаву и имеют право в политическом плане в дальнейшем участвовать в формировании властей в Польше, а они видели Польшу совершенно иную. Ведь опять же вопрос встает, а почему этот вопрос в границ 1939 года был? Почему он был камнем преткновения? Я уже не говорю катынские события, а потому что концепция геополитическая советского руководства во главе со Сталиным была такая, что надо отодвинуть границы возможных других нападений на Советский Союз, учитывая опыт начала Великой Отечественной войны, да, как можно дальше на запад. Более того, восстановить границу 1939 года, сентябрьскую я имею в виду, то есть те районы Украины, Белоруссии, западные должны были войти в состав и остаться в составе советских республик, в составе Советского Союза. Но дальше должна быть Польша, которая предлагалась нашим политическим руководством пополнить свою территорию за счет восточных земель Германии. Как инициатора, как агрессора войны и как проигравшей стороны. Что и было сделано. Некоторые западные районы, мы знаем, что польскими сегодня являются, которые принадлежали Германии. И такая концепция геополитическая, геостратегическая, если хотите, она и реализовывалась. То есть должны быть наши границы отодвинуты как можно дальше на запад. А дальше шел поиск безопасности ввиду вот созданных государств, которые образовались после Великой Отечественной войны, уже Польша, значит, там Болгария, там другие государства, которые как минимум нейтрально относятся к Советскому Союзу, а лучше настроены дружески к нам. И готовы будут, так сказать, тоже в случае каких-то осложнений обстановки, ну, быть таким буферной зоной, если хотите. А чем это плохо для Советского Союза? Я как патриот своей страны однозначно считаю, что это правильный был абсолютно план. Создать пояс безопасности. А кто другой не хотел создавать пояс безопасности? А Польша сама. Почему она до начала Второй мировой войны хотела заключать договора и почему она границы хотела западные придвинуть, свои восточные границы за счет западных районов Советского Союза? Она тоже создавала своеобразный пояс безопасности. Почему она заключала договора с Эстонией, с Латвией, с Литвой и с румынами совместно? И именно из этих позиций. То есть, если мы смотрим с позиции интересов государства,
То, что поляки делали, объяснимо их позиция, но объяснимо позиция и Советского Союза. И в этой коалиции, конечно, вот тот костяк, который составлял войско польское, еще раз подчеркну, сформированное при участии разведуправления Красной Армии и НКВД, потом НКГБ СССР, конечно, именно эти части должны были составить костяк новой польской армии, а не армия Краева. Потому что армия Краева, она не подчинялась советскому командованию Красной Армии, и более того, получала определенные установки, и что бы получилось? Наша армия идет вперед, а в тылу ее остаются вооруженные отряды, да, подготовленные и так далее, которые могут парализовать все наши коммуникации, парализовать передвижение войск и так далее, и в том числе участвовать в боями с частями Красной Армии. Кстати, стычки такие и происходили. Мало того, историческими документами зафиксировано уничтожение мелких групп солдат и офицеров советской армии бойцами и командирами АК, армии Краевой. И что? Мы должны были не реагировать на это, а оставлять вот так, оттуда и пошли дальнейшие события. Да, была дана команда, прежде всего, конечно, контрразведки СМЕРШ, поскольку она наступала вместе, в составе Красной Армии, и внутренним войскам, которые составляли войска охраны тыла, зачищать тыловую территорию наступающих наших войск и освобождать ее от возможных вооруженных групп. А там два фактора были. Здесь ауновские части были, бандитские, да, АУН-УПА, и еще и армия Краева на этих территориях. Нам пришлось бороться и с теми, и с теми. И в середине 1944 года частично работу по разоружению и выявлению подпольных структур АК осуществляла военная контрразведка СМЕРШ. Потом она эту функцию, продвигаясь вперед, передала территориальным органам госбезопасности, Наркомату госбезопасности и внутренних дел Украины и Беларуси. И тогда была начата очень большая, серьезная операция, операция «Сейм», так называемая. «Сейм»? «Сейм». И эта операция продолжалась с середины 1944 года практически до 1946 года. И главной ее задачей было вскрытие и нейтрализация подпольных структур армии Краевой, их разоружение и ликвидация, как возможно, вооруженных очагов сопротивления в тылу Красной Армии. Она была успешно проведена, и в 1946 году дальнейшую работу в этом направлении передали вновь образованным органам госбезопасности Польской Народной Республики. Я вот хотел, возвращаясь к Варшавскому восстанию, сказать, что действительно, если поляки освобождают себя самостоятельно, то мы тогда из освободителей переходим в категорию агрессоров, по сути, потому что они уже себя сами освободили. А что мы тут делаем? Мы должны остановиться. Начнем с одного. С 1943 года немцы провели, когда вот эту идеологическую операцию по обвинению советской стороны в расстреле польских офицеров, это настолько осложнило наши отношения, что были разорваны практически, или лучше сказать, приостановлены дипломатические отношения польского правительства и нас. То есть АК, как вооруженная сила иммигрантского правительства, она фактически нам была враждебна, нашим войскам. И как мы должны были дальше поступать? Или помогать им, кидать наших солдат и офицеров на бойню фактически, потому что Красная Армия была не готова в тот период Варшавского восстания, не готова была к наступательным действиям, и немецкие танковые дивизии стояли достаточно мощные, мы бы потеряли не столько солдат, по-моему, более 600 тысяч положили свои головы, сложили на территории Польши за освобождение Польши, наших солдат и офицеров, а было бы значительно больше. И что мы должны были пойти на такие жертвы? Ради чего? Они свою геополитическую задачу решают указания какие-то, реализуют иммигрантского правительства, а крайними остается Красная Армия, да, и советское руководство. Вот как постановка. И сейчас настолько эта постановка вопроса, она и доминирует. Вы знаете, я был очень удивлен, когда был на пресс-конференции или такой презентации книги «Белые и черные пятна истории», которую издала в 2010 году совместная комиссия российских и польских историков по всей палитре взаимоотношений Польши и Советского Союза в межвоенный период. Вот этот. И я скажу, что польский, почитайте этот том, и вы посмотрите, как описывают эти события наши историки и как описывают польские. Они фактически как стояли на своей позиции, что мы предали Варшавское восстание, так они и сейчас преподносят. И в пропаганде особенно. Серьезные-то историки, в том числе и польские, они, конечно, понимают прекрасно. И они все это более сдержанно подают. Но, к сожалению, в историю в последние годы, особенно при новой России, уже начиная с конца 80-х годов прошлого столетия,
очень большая волна притекла не историков, а публицистов, которые настроены были, ну скажем, в тот период времени, да, ну явно не за Советский Союз, и считали, что наша история неправдивая и так далее, и так далее. Да, в ней много было различных и хороших, и отрицательных сторон, но вот эта концепция была взята, что виновато советское руководство и Красная Армия, что не пришли на помощь Варшавскому восстанию. Я считаю, что все-таки мы, как живущие в нашей стране и знающие объективно на основе документов, что происходило в те времена как раз, да, можем однозначно утверждать, что это восстание было авантюрой, устроенной иммигрантским польским правительством. И почему мы должны были при такой авантюре еще в эту авантюру втягиваться и положить огромное количество дополнительных солдат и офицерских жизней, наших соотечественников, да, на угоду каким-то устремлениям геополитическим иммигрантского правительства Польши. При этом, учитывая, что мы все-таки ему помогали, как минимум, авиацией, поддержкой с воздуха. И американцы, и англичане помогали. Тут надо быть объективным. Так, так. Вот, мы армии краевой кое-что помогали, но была же армия Людова, на которую ориентировалась. То есть те воинские части, которые созданы в подпольной Польше, так называемой, в подполье, которые были ориентированы на Советский Союз. И там были и коммунисты, и социалисты различные, беспартийные были. И, кстати говоря, в основном отряды армии Людовой составляли крестьяне. И их привлекала позиция Советского Союза, что после войны помещичьи земли будут разделены, и им что-то достанется, потому что это были безземельные крестьяне, наиболее бедные. Вот они как раз составляли основу армии Людовой. Конечно же, Советский Союз ориентировался на армию Людову, которые потом многие как раз вошли, когда наши войска продвигались, они на нашу территорию попадали, уже наши контролируемые Красной Армией, и вошли в состав войска польского. И воевали дальше до 1945 года, свою же страну освобождая, еще и, повторяю, участвуя в Берлинской наступательной операции. Классовый соратник, по сути, в противовес, Конечно. в противовес польского иммигрантского правительства, которое, Да. кстати, не надо забывать, в 1939 году вообще войну объявил Советскому Союзу. Кстати говоря, вот тоже почему-то польские историки не особо этот факт афишируют. Там же в эмигрантском правительстве было две силы. Одна была генерал Сикорский, Я хотел а другой спросить Сосунковский. о судьбе Да. Сикорского. Так Сикорский разбился якобы. Мое мнение такое, что эту операцию провела польская разведка, потому что она подчинялась в этот период генералу Сосунковскому, и она провела эту операцию по уничтожению, потому что он более реалистично оценивал ситуацию в связи уже с наступлением советских войск Красной Армии на территории Восточной Европы и понимал, что победителем будет Советский Союз. Однозначно. И с ним надо будет как-то договариваться. И, конечно же, он упускал этот вопрос или более его деликатно, что ли, решал границ 1939 года. И соглашался с теми границами, которые с 17 сентября, грубо скажем, ну чуть позже, может на несколько дней, пока наши войска пошли вперед, он соглашался, что этнически, с преимущественным этническим проживанием украинцев и белорусов, это должна быть территория Советского Союза, Советских Республик, Украинская ССР и Белорусская ССР. Мне кажется, вот этот аргумент и был использован, вот его такая позиция, для того, чтобы сами же поляки реализовали операцию по его уничтожению. Там еще есть такой момент, что Сикорский принял решение, ну это согласно мемуарам Ежи Климковского, то есть отозвать Андерса из Советского Союза. Это первый момент. И тогда бы прекратился вывод войск из Советского Союза в Иран. И тут уже могла быть не только польская разведка, тут еще могла быть и английская разведка подключена. Вы знаете что, мне приходилось изучать эти вопросы, и несколько лет назад, впервые, кстати говоря, был издан, на мой взгляд, очень серьезный исследовательский том, состоящий из статей польских и британских историков спецслужб прежде всего, которые изучали взаимодействие польской и британской разведки в период Второй мировой войны. Так мне нравится, в одной из статей прямо было сказано одного из польских исследователей, что им англичане заявили: ну извините, в английской разведке мы все сожгли за давностью лет, ничего документов не осталось. Это очень частый случай. Это классный вот такой случай. И фактически основная часть этих статей написана на основе тех документов польской разведки, которые сохранились на территории Польши. Или были переданы Советским Союзом, полякам были переданы. Вот ситуация какая. Поэтому даже этот компонент исследовать сейчас объективно и всесторонне достаточно сложно. И говорить об этом, что англичане поляков вообще не пустили к своему архиву, никак. Вот у них была назначена специальная комиссия, специальные люди, которые что-то, определенные данные нашли по сотрудничеству польской и британской разведки. И вот то, что им разрешено было, то они и дали. Вот вся ситуация. Я хотел сказать, что британские историки это скоро станет таким же мемом, как примерно британские ученые, потому что случаи настолько вопиющие часто. Почему у нас Британия, как правило, выглядит
у нее всегда положительная роль. Потому что на самом деле ни один архивный документ Абсолютно не открыт. точно. Вы знаете, мне пришлось общаться с несколькими историками, которые, англичанами, да, британцами, которые исследуют историю спецслужб. И я убедился, что даже им получить информацию из английских спецслужб достаточно сложно. Вот есть один человек, автор, который написал, например, по монографию по Сиднею Рейли. Известная операция наша, операция Трест, в ходе которой мы его заставили приехать на территорию Советского Союза и арестовали здесь. Британский разведчик был, агент такой крупный. Так вот, специалисту, который занимался этим делом, ему выдали, по его утверждению, не все дело, а даже расшитое дело Сиднея Рейли с изъятыми многими документами за 1918 год, подчеркиваю. А нас обвиняют, и наши оппоненты из так называемого демократического лагеря исследователей, историков, да, что вот у нас табу наложено документы, у нас секретность и так далее. За 18 год не выдали документы. Британскому историку, не российскому историку. А уж когда я прочитал вот этот том, достаточно, кстати, интересный вот с точки зрения сотрудничества спецслужб во Вторую мировую войну, то, конечно, основную часть фактурного материала представлена польскими историками, а не британскими. Ну, тут нужно заметить, что у британцев засекречены материалы: смерть Рудольфа Гесса, то есть раз, а смерть Гиммлера два засекречены, и пример там... Вот таких очень много материалов. Там, ну, до последнего времени буквально только в этом году они рассекретили материалы на крупного агента британской контрразведки, который был внедрен в нацистское подполье в Британии в самой, в Лондоне в том числе. Они только в этом году открыли. И мне так кажется, открыли только по одной простой причине, что надо было населению Британии показать, и Англии, что мы тогда держали под контролем силы, которые против нас выступали. Вот сейчас мы ИГИЛ готовы также держать. Вот я другого объяснения не нахожу. Ну почему через столько лет они вдруг ни с того ни с сего решили раскрыть настоящее имя и досье этого агента, внедренного в нацистское подполье, с помощью которого они многие вещи знали и практически задавили это подполье на территории Англии. Вот это интересные такие штуки, да? Но это позиция британских правительств, британских спецслужб. Но когда они нас начинают обвинять, что мы что-то не договариваем, мы какие-то документы не представляем, вот тогда у меня кроме улыбки это ничего не вызывает. Потому что, ну тогда давайте с обоих сторон смотреть. Давайте вы документы, мы какие-то еще документы представим. Наверное, процесс рассекречивания идет. Это не быстрый процесс, да? Но какие-то документы опять будут поступать в научный оборот. А почему они не поступают с той стороны? Давайте мы посмотрим. Хотя бы за период Второй мировой войны. Ну, потому что они их сожгли, по большой части. Официальная версия такая, да. Ну, мест не хватало хранения, поэтому, чтобы освободить архивные полки, они их взяли просто и сожгли. Я должен вас поблагодарить за интереснейший рассказ о Польше.